Здравствуйте! И снова с вами я, Сталик Ханкишиев. Учу вас, как готовить в казане, как готовить на мангале. Вот вы не поверите, но все это разнообразие овощей, некоторых фруктов, зелени, немного мяса, сала. Все это предназначено всего лишь навсего для одного блюда. Но какого блюда? Какого замечательного блюда? Я уверен, что вы научитесь готовить это блюдо просто с первого раза. И более того, оно станет вашим любимым. Блюдо называется басма. Пойдемте со мной. Как чистить и резать эти продукты, я не стану вам рассказывать. Об этом достаточно программ, об этом достаточно книг написано. Я расскажу вам о другом. Я расскажу вам о самом главном. О том, как сыграть с казаном в рулетку и выиграть у него. Ведь дело в том, что сейчас мы сложим все вот эти продукты в казан. Накроем его, разведем под ним огонь, а в конце мы должны получить замечательное блюдо, которое впору и миру Бухары на стол подавать. Все, что нам нужно для этого, это подумать. Как следует подумать, в каком порядке эти продукты укладывать в казан. Ведь если сложить как попало, ахалай-махалай, то так и получишь. Казан удивительная утварь. В него что положишь, то и получишь. Поэтому начинаю я с самого лучшего, с курдючного сала. Вот вы спросите, у любого узбека спросите, какая часть барана самая ценная, и он вам непременно ответит: курдюк. Да, и я тоже так считаю, поэтому укладываю курдюк в самый низ казана. Дело в том, что если вы хотите, чтобы вот это обилие овощей не просто раскрыло свой вкус и аромат, но еще и принесло пользу нашим организмам, здесь обязаны, в этом блюде просто обязаны быть какие-то жиры. Ради бога, можем заменить каким-то растительным маслом. Но животный жир раскрывает вкус, например, того же самого мяса гораздо лучше, чем любое растительное масло. А мясо, чтобы оно стало еще вкуснее, я предварительно замариновал. Вот точно так же, как маринуют мясо на шашлык. Возьмите немного соли, возьмите немного перца, возьмите немного зиры, либо других специй, которые нравятся именно вам. Не обязательно, чтобы они нравились мне, самое главное, чтобы они вам нравились. Пересыпьте и оставьте мясо на 2-3 дня в холодильнике. Да, оно изменит немножко свой цвет, да, оно станет намного мягче. Но вот это мясо получится здесь непередаваемо нежным, непередаваемо ароматным, непередаваемо вкусным. Вы знаете, вообще-то говоря, мариновка мяса в прежние времена применялась гораздо чаще. И дело даже не в том, что раньше люди шашлык любили больше. Просто-напросто при помощи маринования люди сохраняли мясо. Понимаете, не было холодильников, а вот маринование позволяет не только улучшить вкус, аромат и консистенцию мяса, но еще и сохранить его достаточно продолжительное время. Скажите, а вы обратили внимание, что в казане ничего не происходит? Я складываю продукты в казан, а казан-то у нас еще холодный. И нагреваться он начнет лишь после того, как я уложу все продукты. Нагреваться он будет только снизу. Те продукты, которые окажутся в самом верхнем слое, получат тепло последними. До них дойдет минимальное количество тепла. Поэтому я укладываю продукты в казан с особой последовательностью. Я рассчитываю количество тепла, которое должны получить те или иные продукты. Вот мясо готовится дольше всего. Значит, оно больше всего получит тепла. Лук готовится практически столько же, сколько и мясо. Поэтому он пойдет вторым. Кроме того, лук сейчас, во время приготовления, выпустит сок. И мясо в этом луковом соке получится восхитительно ароматным, восхитительно вкусным. Кроме того, вот этот луковый сок должен кипеть и источать пары. И в этих парах будет готовиться значительная часть наших продуктов. Мясо у меня было соленое, а вот лук еще пока никто не солил. Поэтому немного соли на слой лука. Морковь. Следующее пойдет морковь. Раскладываем ее по всей поверхности казана равномерно. Морковь тоже посолим и добавим на нее специи. Ну как вы думаете, какую специю? Пока что нам следует научиться готовить в казане таким образом, чтобы научиться извлекать вкус и аромат самих продуктов. Поэтому будем пользоваться только одной специей, одной единственной специей, которая называется зира. Репа, исчезающая из нашего рациона продуктов.
Именно поэтому я и кладу ее. Дело в том, что в прежние времена, когда в Узбекистане еще не было картошки, очень многие блюда готовили с репой. Вот, например, и басму, я уверен, готовили более с репой, чем с картошкой. Знаете, я слышал, что в некоторых городах Узбекистана, например, в Маргелане, в Андижане, до сих пор есть семьи, которые не едят картошки и помидоров, потому что они считают, что это не узбекский продукт. Но репа-то уж куда как русский продукт. Вы же помните, не сложнее пареной репы. Вот репа у нас как раз и будет именно что пареная. И парится она будет прямо рядом с картофелем. Следующий слой у нас полностью картофельный. Картошку нужно как следует посолить. Вы когда-нибудь ели несоленую картошку? Даже если она запеченная, в костре, она тоже не бывает вкусная, если она не соленая. А кроме того, помимо репы, в Узбекистане часто использовали айву. Вот айва очень хорошо работает с бараниной. Вот я вас уверяю, мало найдется продуктов, которые так гармонично сочетаются, как баранина и айва. Слой перцев, слой ароматных продуктов. Знаете, перцы все-таки достаточно нежный продукт, обладающий тонким ароматом. Мне не хотелось бы растерять этот аромат, и именно поэтому перцы я укладываю где-то здесь, вот уже в верхней части казана. И помидоры. Вот помидоры обязательно надо класть как можно дальше от картофеля. Дело в том, что если картофель еще не прогрет, либо помидоры не прогреты, и если на картофель попадает помидорный сок, то чаще всего картофель стекленеет. Понимаете, на его поверхности образуется корочка, которую, не знаю, никакой температуры не пробьешь. Есть только один способ. Если у вас картошка вот так остекленела в каком-либо блюде, то остудите блюдо ниже 50 градусов, а потом снова нагрейте, и картошка отойдет. Но у нас так не произойдет, потому что мы все делаем правильно, а сейчас мы еще правильно заложим капусту. Посмотрите, капуста достаточно крупно порезана, мы ее разламываем. Вот это блюдо готовить бы весной, готовить бы тогда, когда овощи молодые, свежие, когда вот эта капуста нежная, первая. Знаете, как вкусно получается. И не смотрите, что я готовлю слишком много. Вот уверяю вас, сколько басмы не приготовь, ее никогда не бывает много. На нее, на ее запах, на ее аромат сбегаются соседи, родственники, знакомые. У детей откуда аппетит появляется? Я не знаю, вот эти дети, которые, как правило, ничего не едят, басму едят. Так что за ушами трещит. Еще немного зиры и еще один ароматный элемент с самым тонким ароматом. Свежая зелень. Вот всю ее вот сюда, здесь. Поверх капусты остался один секретный ингредиент. Посмотрите, верхние листы, грубые листы капусты. Ими я укрываю басму. Дело в том, что вот там внизу что-то будет жариться, слегка, мясо. С лука будет вытекать сок. Лук будет источать пар. Этот пар будет подниматься. И вот здесь, под этими капустными листьями, он будет проходить, снова конденсироваться и спускаться вниз. Мы образуем круговорот воды не в природе, а круговорот воды в отдельно взятом казане. С каждым разом эти соки будут обогащаться вкусом и ароматом всех продуктов. В конце концов, все эти соки останутся здесь. Вы удивитесь, мы ведь не наливали ни капли воды. Вы посмотрите, сколько бульона дает басма. Но для того, чтобы басма получилась вот такой сочной, с таким количеством бульона, необходимо сделать еще кое-что. Смотрите, я раскрываю свои секреты. Я беру обыкновенное блюдо из нержавейки. Ничего с ним не будет, ни от кислоты, ни от чего другого. Придавливаю его довольно тяжелой сковородкой. Всем своим весом давлю, пытаюсь сжать продукты. Сверху довольно тяжелую крышку. Ну тут вот какое дело. Посмотрите, видите, вот щель вокруг казана. Пар будет выходить. Не получится ничего. Ну что поделать, надо головой думать. Я ставлю сверху еще одну кастрюлю. Я ставлю сверху этой кастрюли кастрюлю с водой. Вот зайдут соседи, что они про меня подумают? Скажут, чем Сталик занимается? А Сталик готовит очень вкусную еду. Осталось только развести огонь. Но и это надо сделать правильно. Подкладываем под казан немного углей. Подкладываем под казан немного щепок. Они от жара углей тоже
Самая быстрая басма у меня получалась в студенческие годы. Тогда я ее готовил за 45 минут. Просто, наверное, кушать сильно хотел. Потом, когда мне было лет 40, я готовил басму 1,5 часа, 2 часа. Сегодня мне уже 51. И я готовлю басму 2,5 часа, и она от этого становится только вкуснее. Клянусь вкуснее, клянусь ароматнее. И я вам должен сказать, ну ничего, так неплохая басма получилась. Посмотрите, сколько сока вышло, посмотрите, сколько бульона вышло. Это наверняка должно быть очень вкусно. Просто невыносимо вкусно. Вот пахнет очень хорошо, пахнет правильно. И здесь бульон сверху, знаете, подернулся такой вот пленочкой, как бывает холодец подергивается. Такой пленкой, знаете, застывающей. Капусту, вот эти большие листы капусты. Если есть любители, они, конечно, могут съесть и эти листы капусты. В студенческие годы мы ели и эти листы капусты тоже. Но на самом деле, конечно, они не подаются на стол. В крайнем случае, ими можно украсить блюдо, если украшать блюдо больше нечем. Вот бывает еда, которую надо украшать. Понимаете, если ее не украсишь, тогда непонятно, что там кушать. А басма – это такая еда, которую украшать не надо. Посмотрите, что здесь творится. Посмотрите, что здесь происходит. Если это нуждается в украшении каком-то, тогда я что-то не понимаю в этой жизни. Накладываем. Картошечка снизу, и до нее дойдет дело. Мясо по краям, пускай будет поближе к едокам. Все, что красивое, репка, морковка, помидоры, пускай идут наверх. Айва, ох. Я вам еще вот о чем хочу сказать. Чем больше этого бульона получается, тем басма лучше. Рассказывают, что когда-то при дворе эмира Бухарского каждый день резали одного барана и готовили его. Вот точно так же готовили, с этими овощами. И говорят, что эмир Бухарский вот это все отдавал своим приближенным, отдавал своим друзьям. А вот этот бульон выпивал сам. Рассказывают, что в его гареме было 40 жен. Так что, дорогие мои, укрепляйте здоровье басмой и приятного вам аппетита!